Привет, друзья! Осень раскрасила природу яркими и пестрыми красками, и мне захотелось сплести корзинку меланж, используя разные оттенки цвета клен. А украсить я хочу ее кедровыми орешками, дарами природы. Приглашаю вас плести вместе со мной и добро пожаловать на мой мастер-класс! Из газеты мы будем нарезать полоски, из которых мы потом будем крутить вот такие трубочки. Они получаются у нас белого цвета, потому что от газеты мы отрезаем полоски, которые имеют белый край. Полоска на газете расположена с двух сторон, с этой и с этой. Но волокна у газеты так находятся, что по одной стороне трубочки будут крутиться очень хорошо, а по другой будут крутиться плохо. Вам нужно попробовать отрезать полоску и здесь, и накрутить трубочки, и уже понять, с какой стороны вы будете нарезать. Нарезаем два вида полосок. Одна полоска будет потоньше, это 7 сантиметров в ширине, другая потолще, это 10 сантиметров. Трубочка, которая крутится из полосы 10 сантиметров, она получается более твердая и используется для трубочек основ, которые мы будем оплетать. Ну, соответственно, трубочка, которая крутится из полоски 7 сантиметров, она более мягкая, пластичная, и этими трубочками мы будем плести свое изделие. Обе трубочки будем крутить по одному и тому же принципу. Берем спицу 1,5 миллиметра. Подносим к краю с надписью под острым углом. Фиксируем на уголочке и очень плотно закручиваем нашу полоску. Когда остается уголочек, вынимаем спицу, капаем капельку клея и скручиваем. Какое-то время удерживаем, чтобы трубочка не раскрутилась. Очень важно, чтобы трубочка была одинаковой по всей длине, чтобы изделие смотрелось красиво. И теперь даем просохнуть трубочкам сутки. После этого можем приступать к покраске. Сейчас нам нужно посчитать, сколько нам нужно покрасить трубочек основ. Оплетать мы будем вот такую пластиковую форму. Трубочки основы располагаются друг от друга на расстоянии примерно от 1,5 до 2 сантиметров. Нам нужно, чтобы было максимальное, примерно 2 сантиметра. Для этого мы должны измерить нашу основу по периметру снизу и сверху, так как снизу она немножечко меньше, чем сверху. Снизу получается примерно 64 сантиметра, сверху 69. Сейчас посчитаем. 64 сантиметра по нижнему периметру делим на 2 сантиметра расстояние между стоечками, итого получается 32 трубочки основы. И второй показатель 69 сантиметров по верхнему периметру делим на 2 сантиметра также, и получается 34 трубочки. Ну, нам больше подходит показатель 32. Думаю, 32 трубочки основы мы будем использовать. И плюс для начала нашего донышка понадобится 16 трубочек, которые мы будем между собой склеивать вот таким образом. И уже к ним мы будем приклеивать 32 трубочки, которые пойдут на боковины. Поэтому для покраски нам понадобится 32 плюс 16, 48 трубочек основ. Приступаем к процессу покраски наших трубочек. Морилка позволяет придать трубочкам цвет натуральной лозы. И разбавляя ее в разных пропорциях с водой, мы можем добиться более светлого оттенка, среднего и более темного. Приготовим 3 баночки для разведения морилки. В первой баночке будем окрашивать более светлые трубочки, во второй потемнее, и в последней будут темные трубочки. Темные трубочки с водой разводить не будем. Будем красить натуральным раствором морилки клен. Поэтому в первую наливаем чуть больше воды, во вторую немножечко меньше, а третья у нас остается пустая. Морилку взбалтываем
И добавляем в первую, во вторую и в третью баночки. Размешиваем. И теперь нам нужно покрасить пробные трубочки в этих растворах и посмотреть, какой будет цвет. Вот такие цвета получились после высыхания, и меня они вполне устраивают. Так что приступаем к самому процессу покраски. Трубочки основы будем окрашивать в самый темный оттенок. Для того, чтобы не перепутать наши баночки с раствором, так как они очень похожи по цвету, я обозначила более светлый раствор единичкой, потемнее двойкой и где у нас не разбавленная морилка тройкой. Начинаем красить трубочки сначала с одной стороны, затем переворачиваем и красим с другой. Красим трубочки, прокатывая вперед и назад. Начинаем с более светлого тона. После каждого цвета морилки вытираем. Берем две трубочки, на них раскладываем окрашенные трубочки, так они лучше просыхают и вентилируются. Нужно будет их просушить в течение 12 часов. Затем мы их будем покрывать специальным средством для того, чтобы они были более пластичные. Об этом я расскажу позднее. Таким образом красим все трубочки для плетения в разные цвета, в равной пропорции. А трубочки основы красим в самый темный оттенок третий. Их нужно вот так переворачивать периодически. Трубочки основы нужно просушить около суток, так как при плетении они должны быть достаточно прочными и должны держать форму. Когда мы сушим трубочки горизонтально, то трубочки могут окраситься неравномерно. Одна сторона может быть темная, другая светлая. Для того, чтобы окрас был ровный, нужно сушить вертикально, для того, чтобы морилка стекала в любой емкости. Но мне такой окрас подходит даже больше, чем если бы они были равномерные, потому что я буду плести плетением меланж. Это смесь разных оттенков трубочек. Для того, чтобы трубочки были более пластичными, перед плетением будем покрывать их смесью акрилового лака с водой и подсушивать феном, для того, чтобы они не склеились. Для этого будем смешивать лак и воду в пропорции 1 к 2. 1 часть лака и 2 части воды. Наливаем воду, добавляем лак и тщательно размешиваем. Можно для лучшего размешивания использовать кисть. Трубочки красим точно таким же способом, как мы их красили морилкой. Сначала прокатываем с одной стороны, затем переворачиваем и точно так же с другой. Все. И теперь верхний слой мы должны подсушить феном. Если у вас нету фена, то можно подсушить в духовке или просто разложить и дать просохнуть, так же как мы сушили трубочки, когда их красили морилкой. Сушим буквально 1 минуту. Все. Здесь важно, когда сушите феном, чтобы воздух был не горячий, а теплый. Вот так вот выглядят трубочки после того, как мы их подсушили. Здесь важно уловить золотую середину, чтобы верхний слой, как вы видите, был подсушен, а внутри ощущалось, что они влажные. И теперь, для того, чтобы они оставались влажными, мы должны их завернуть в пакетик или в полиэтиленовый файл, оставляя кончики наружу, чтобы удобно было их скреплять между собой, чтобы они подсохли. И так оставляем до начала плетения.
Но если вы не собираетесь сейчас прямо плести, то хранить их можно не более суток, иначе они испортятся. Еще хотела сказать, что если вы не будете покрывать такой смесью лак с водой, то можно плести просто влажными трубочками. После того, как вы их покрыли морилкой и подсушили в течение пару часиков, вы можете их точно так же замотать в файл и после этого плести. Просто плетение будет не так красиво ложиться, как после такой смеси. Приступаем к плетению нашего донышка. Наши трубочки основы просохли. И теперь вот таким образом, как я уже показывала, крест-накрест, мы их будем склеивать между собой. И это будет начало нашего донышка. В емкость наливаем немного полимерного клея. Мне очень нравится пользоваться полимерным клеем, потому что он очень быстро сохнет и очень прочно склеивает две поверхности. Берем первые 4 трубочки, наносим клей в серединку. Хорошо его разравниваем и даем минуту просохнуть. И теперь вторые 4 трубочки выравниваем и по центру прижимаем. После этого очень плотно придавливаем. Даже немножечко приплюснуть нужно. Все. Теперь следующие 4 трубочки накладываем поверх. И также плотно прижимаем. Если клей из-под трубочки вылезает немножко, то протираем влажной салфеткой. И последние 4 трубочки будем накладывать вот таким образом. Заранее их нужно приплюснуть, чтобы они здесь плотненько легли. Начало нашего донышка просохло и готово к тому, чтобы мы его оплетали. Трубочки наши увлажненные. И теперь будем оплетать, чередуя светлые, средние и темные тона, для того, чтобы у нас получился меланж. Но первый ряд будем оплетать самыми темными трубочками, для того, чтобы у нас он не выделялся из общей концепции цвета, потому что мы красили наше донышко цветом морилки естественным. Поэтому берем 2 трубочки темные. Вот этот край, который мы склеивали, он достаточно грубый. Поэтому места склейки мы будем обрезать, потому что в плетении они будут смотреться некрасиво. А вот этот край второй, у него здесь есть такие хвостики. И для того, чтобы здесь удобно было скреплять, то перед началом плетения мы их обрежем под прямым углом. Вот. И теперь обрезаем место склейки под острым углом, приминаем. Делаем этот край более узким. Капаем сюда капельку полимерного клея, чтобы трубочки лучше склеились. И тот край, где мы обрезали, нашу трубочку вставляем. Немножечко ждем, пока просохнет. Теперь в этом месте приплюснем немножечко и сгибаем трубочки. И начинаем оплетать, огибая по 4 трубочки и плетем слева направо. Плетение будет называться прямая веревочка. Плетем сразу же, плотно прижимая к нашему донышку.
Вот мы дошли до конца первого ряда. И сейчас нижняя трубочка у нас уже должна быть нарощенная, следующей. Место соединения, причем, должно попасть вот между трубочками, вот в этом месте, для того, чтобы его было незаметно и верхняя трубочка прикрыла место соединения. Наращивать будем с обратной стороны. Обрезаем примерно на расстоянии 7 миллиметров от того места, где у нас будут соединяться трубочки. Обрезаем под острым углом. Трубочку также заминаем. Капаем капельку клея. И одеваем на нее сверху край трубочки, которую мы обрезали. И продолжаем плести дальше. Хочу сказать, что наращивали мы трубочку такого же цвета морилки. И второй ряд мы пока будем проплетать тоже в этом же цвете. А уже на третьем ряду мы будем добавлять трубочки другого оттенка. Когда плетем донышко, то сразу формируем стороны, потому что у нас донышко квадратное, то есть вот здесь в этих местах сразу же прижимаем плотненько. Вот, а сейчас я доплела до конца второго ряда. Я уже нижнюю трубочку буду наращивать другим цветом, ну, скорее всего, на тон светлее. И дальше мы уже будем оплетать не по 4 трубочки, а по 3. И уже начинать формировать углы. В углу у нас будет не одна трубочка, а 2, так как у нас углы скругленные. Когда угловые трубочки выделили, то здесь также проплетаем пока по 3 трубочки. Когда очередная трубочка заканчивается, мы ее наращиваем уже самым светлым тоном. Когда мы дошли до конца третьего ряда, то сейчас у нас уже отчетливо видно уголочки, донышко начинает формироваться. И четвертый ряд проплетаем точно так же, как проплетали третий. На уголочках плетение делаем достаточно свободно, чтобы углы у нас сформировались. Ну и пятый ряд тоже я решила еще проплести точно так же, выделяя уголочки и по 3 трубочки. Не забываем трубочки брать разных цветов, для того, чтобы у нас получился меланж. Я проплела 5 рядов. И для того, чтобы понять, где заканчивать, нужно первую трубочку, вот с которой мы начинали, и первые 3-4 трубочки, которые мы огибали, каким-то образом обозначить. Я обозначила резиночкой, а тем временем я свое донышко уже примеряю по баночке основе. Получается, что здесь все гармонично формируется, уголочки идут вместе. И на следующем этапе мы уже будем от 3 трубочек отделять одну, добавлять ее вот так к уголочкам,
То есть одну мы будем оплетать, а эти две трубочки у нас еще пока остаются вместе. То есть мы их будем разделять еще позднее. Все, так продолжаем 6-й ряд. Шестой ряд готов. Не забываем, что после каждого ряда мы должны формировать наше донышко. И 7-й ряд мы проплетаем точно так же, пока ничего не меняем. И на 8-м ряду мы уже будем разделять наши последние трубочки, которые остались, по одной. И будем уже наращивать углы. И вот когда доходим до 2 угловых стоечек, вот они у нас, то верхняя трубочка огибает нашу стоечку и выходит вот так вперед. Таким образом добавляется объема в углу. Стараемся так, чтобы трубочка, когда она обхватила стоечку, она наложилась друг на друга, чтобы петельки было не видно. И теперь следующая трубочка у нас идет вперед. Это накладывается поверх нее. Виток делает следующая трубочка. Точно таким же способом. Огибаем стоечку. Накладываем ее так вот сверху. И вот эту трубочку выводим сюда. Вот, получается 2 вот такие петельки. Здесь важно, чтобы они были минимально заметны с лицевой стороны. Ну и все, и дальше продолжаем уже плести обычной веревочкой. Это у нас называется веревочка с накидом. Вот так вот уголочек выглядит с обратной стороны. С обратной стороны получаются 2 вот такие петелечки. И когда мы будем проплетать следующий ряд, мы их просто веревочкой прикроем. Ну все, я доплела 8-й ряд до конца. Сейчас 9-й ряд мы будем проплетать просто веревочкой, прямой веревочкой. А на 10-м уже ряду опять будем добавлять углы. Когда оплетаем уголок с накидом, то делаем как бы немножко внахлёст на этот уголок, чтобы прикрыть промежутки, чтобы не просвечивало в этих местах. Так вот получается. И на 10-м ряду мы уже опять будем прибавлять наши уголочки. Делаем точно так же, как в 8-м ряду.
Так продолжаем дальше до конца ряда. Вот теперь я примеряю по нашей основе. Получается, что нам остается где-то примерно 4 ряда. И будем также оплетать, сочетая просто веревочку и веревочку с накидами на углах. Будем чередовать. Следующий 11 ряд у нас будет обычная веревочка. И так доплетаем до края нашей основы. Очень важно еще на данном этапе плетения выдерживать одинаковое расстояние между стоечками и прижимать изделие для того, чтобы трубочки красиво и ровненько ложились. Ну и, конечно, по бокам постоянно придавливаем для того, чтобы по краям изделие было ровное. Я проплела последний 14 ряд. Перед отмеченной трубочкой у нас был последний виток. Так вот у нас выглядит изнанка. Наши уголочки прикрыты здесь трубочками с этой стороны, и поэтому здесь наш накид практически не заметен, смотрится очень хорошо. Сейчас мы еще померим по основе. Донышко точно легло по основе. Теперь приступаем к тому, чтобы плести боковинки. Для этого берем нашу лицевую сторону, складываем вниз. Это будет изнаночная сторона. Примеряем по основе и вот так слегка загибаем стоечки. Будем продолжать плести так же, как мы плели ранее. То есть вот следующий ряд пойдет у нас просто прямой веревочкой, как мы плели 13 ряд. Но только стоечки мы будем уже слегка вот так загибать. Пока будем плести без основы еще 2 ряда, потому что нам по основе будет неудобно. Вот. И в дальнейшем уже будем строго оплетать нашу основу. На данном этапе, когда вы поднимаете наши стоечки, то важно вот так чуть-чуть вверх подтягивать и сразу прижимать ряд, потому что с обратной стороны будет зазор между трубочками и будет смотреться некрасиво. И когда мы будем плести 16 ряд, то мы еще более вертикально ставим наши стоечки основы. Когда доходим до уголочка, то здесь углы у нас будут еще с накидом. Это будет, я думаю, последний ряд. Затем уже мы будем плести ровненько. Теперь кладем наше донышко на нашу основу, выравниваем еще раз стоечки, чтобы они уже вертикально лежали полностью, равняем расстояние между ними и очень хорошо по нашему сгибу у основы формируем еще раз край. Теперь утяжеляем, чтобы никуда не сдвигалось, и продолжать плести будем уже с этой стороны. Наши петельки с накида с прошлого ряда, их прикрываем этим рядом, чтобы их тут было на уголочке незаметно. Я проплела 18 ряд. Вот наши уголочки уже сформировались, смотрятся хорошо. Вот. И теперь мы видим, что наши стоечки уже совсем коротенькие, и нам нужно их нарастить. У нас подготовлено 32 стоечки для боковинок. Мы их будем скреплять той стороной, которая без склейки. Сейчас мы ее будем также обрезать. Наши стоечки короткие обрезаем под острым углом, примерно 1 сантиметр от плетения. Заминаем. Капаем полимерный клей и трубочку обрезанным краем одеваем.
У нас соединение получается примерно на расстоянии 3 мм от плетения. И теперь, когда мы будем проплетать следующий ряд, у нас плетением соединение прикроется. Таким образом, наращиваем все остальные трубочки и продолжаем плести дальше. Все наши стоечки приклеены, и теперь можем продолжать плести дальше. Ставим нашу форму, основу. Теперь уже плести будем таким образом. Также утяжеляем, чтобы у нас наша основа хорошо стояла. И плести уже будем теперь справа налево. И плетение у нас будет не прямая веревочка, а обратная, потому что плетем мы уже теперь с этой стороны. При обратной веревочке передняя трубочка заходит на первую под задней трубочкой и заходит за вторую. Таким образом. Сразу же равняем углы по нашей форме. Вот у нас скругленный угол. То есть наши две угловые стоечки делаем их параллельно углу. Наша трубочка закончилась одна. И сейчас мы смотрим, что место соединения у нас попадает примерно вот здесь. Не посередине, а чуть дальше. Поэтому при обратной веревочке мы обрезаем примерно на расстоянии 15 мм от вот этой стоечки. Примерно вот в этом месте. Также под острым углом. Можно клея не капать, если на прямых участках плетете. То есть важно капать на уголочках, потому что здесь может разойтись. И наше соединение здесь незаметно в этом месте. Все, и так продолжаем плести дальше обратной веревочкой. Я сплела нашу боковинку до половины, еще осталось столько же. И теперь на данном этапе нам нужно сделать ручку, для того, чтобы наша форма легко вынималась, потому что когда мы доплетем до конца, очень тяжело будет ее вынуть. Вот. И также мы по форме будем грунтовать нашу корзинку, поэтому сейчас сначала мы ее будем обматывать пищевой пленкой, чтобы не испачкать основу лаком и грунтовкой. А затем при помощи скотча будем делать ручку. Я проплела вторую половину, и высоты нам вполне достаточно. И теперь наши трубочки будем прятать в плетение. Вот эту трубочку будем прятать перед этой стоечкой, а эту трубочку будем прятать перед этой стоечкой. Для удобства вынимаем нашу форму, основу. Обрезаем трубочки примерно на расстоянии 5 мм. Вот так делаем изгиб и здесь. Эту трубочку мы будем прятать вот сюда, чтобы ее здесь придавило и было не видно. А вторая трубочка у нас пойдет вот сюда. То же самое мы ее будем прятать в плетение. Намазываем полимерным клеем с обратной стороны обе трубочки. Даем минуту просохнуть. Теперь заправляем. И сразу же плотно прижимаем. И то же самое вторую. Заправляем. И плотно прижимаем. Какое-то время удерживаем в этом месте. Все. И теперь, перед тем, как мы будем делать загибку, прятать наши стоечки, нам нужно нашу корзинку прогрунтовать, для того, чтобы она обрела прочность.
грунтовать мы будем на нашей форме основе и прямо на ней будем сушить. Потому что когда мы сделаем загибку, то у нас уже не будет возможности эту форму вставить. Грунтовать будем смесью лака с водой в пропорции 1 к 1. Перед тем, как грунтовать, не забываем постелить пленку, одеть перчатки. Лак для покраски лучше использовать матовый, потому что у нас изделие из цвета близкого к натуральной лозе. Поэтому, если оно будет матовое, то будет больше походить на натуральное. Я налила водички, добавляем туда лака. Лак перед тем, как наливать, обязательно размешиваем. Собственно, эта смесь похожа на ту, которой мы красили трубочки перед плетением, только более концентрированный раствор. И теперь покрываем изделие с лицевой стороны, как я говорила, уже прямо на форме, то есть форму не вынимаем. Затем даем просохнуть. Можно ускорить процесс высыхания, просушив феном. И когда просохнет снаружи, уже можно будет вынуть основу и также прогрунтовать изнутри. Сейчас погрунтую еще донышко и также просушу феном. И уже оставлю корзинку на какое-то время, для того, чтобы она до конца просохла и по форме сформировалась. Ну вот прошло где-то часов 12 с тех пор, как я покрыла грунтовкой, и вот сейчас вытащила форму. Хочу сказать, что покрыла только с лицевой стороны, еще с внутренней стороны не покрывала, так как буду делать загибку, и решила с внутренней стороны покрыть уже потом вместе с загибкой. Решила это потому, что корзинка, даже покрытая с лицевой стороны, она уже как каменная, очень твердая, вообще не гнется. Но я хочу сказать, что почему она еще такая. Потому что трубочки мы покрывали смесью лака с водой и плели такими трубочками. Поэтому грунтовка у нас фактически двойная уже получается. И теперь пришло время делать загибку. Загибку будем делать стоечками. Они у нас достаточно плотные. Если помните, мы их крутили из полоски 10 сантиметров. Но для загибки они нам нужны, конечно, мягкие, чтобы они не сломались, чтобы не было заломов. Поэтому мы их тоже будем покрывать сейчас смесью лака с водой, подсушивать феном, так же, как мы покрывали трубочки для плетения. И уже после этого они приобретут эластичность, и загибка будет смотреться красиво. Я увлажнила наши стоечки. Когда будете подсушивать феном, то вот эту часть подсушивайте посильнее, а кончики оставляйте влажными, потому что загибку будем долго делать, они успеют высохнуть. Идею такой загибки я подсмотрела на сайте «Любимое дело» у Лады Легай. Ссылочку на канал я оставлю в описании. Первая часть ее будет состоять в том, что мы будем нашу стоечку так же, как при прямой веревочке, заводить на первую и за вторую. Если мы будем начинать плести вот с этой трубочки, допустим, мы должны взять любые трубочки и зарезервировать место. Желательно брать цвет, который будет отличаться от цвета плетения. На их место мы потом будем загибать вот эту и вот эту. И начинать мы будем плести уже с вот этой трубочки. Для того, чтобы вот здесь сгиб был более красивый, то пользуемся спицей. Берем трубочку, накладываем ее на первую, делаем вот здесь вот небольшой замин и прячем за вторую. И выводим вперед. И точно так же продолжаем дальше. В этих местах сразу прижимаем.
Вот так у нас получается. То есть за счет того, что трубочки у нас пластичные, то смотрится очень хорошо. Вот дохожу до конца ряда. Ну и соответственно последняя у нас должна идти вместо вот этой белой трубочки. И поправляем сразу же загибку, если в каком-то месте легла не очень хорошо. Обязательно проверяем, чтобы из-за каждой стоечки у нас вышло по одной трубочке. Сейчас загибка будет у нас уходить внутрь, поэтому главное выравниваем вот в этом месте. Вот. И вторая часть загибки, это мы берем правую трубочку и заводим за левую вот сюда. Здесь образовался промежуток. Если плохо туда продевается, то можно помогать ножничками. Сразу же косичку поправляем. Доходим до конца, и последнее у нас пойдет вот сюда. Здесь расширяем пространство и продеваем. Теперь проходим нашу косичку, поправляем. В общем-то, она у нас и так хорошо легла. Вот так смотрится изнутри. Так подтягиваем. Наша загибка готова. Спустя 10 минут лак на загибке подсох. В общем-то, она уже достаточно твердая стала, но все-таки для того, чтобы подстраховаться и сделать так, чтобы вот эти хвостики наши можно было обрезать спокойно, и они не выскочили, то я покрою еще раз сейчас загибку грунтовкой. И после этого буду кусачками обрезать наши хвостики. Чтобы ускорить процесс высыхания, я подсушила феном. Теперь загибка достаточно прочная, и мы можем обрезать наши хвостики. Обрезать нужно максимально близко к плетению. Сначала берем, так вот подрезаем ножницами. Просто ножницами очень близко к плетению не получится, поэтому буду использовать кусачки. И после того, как обрезали, нужно будет максимально их придавить, даже чуть-чуть спрятать вот за эту трубочку, чтобы их было незаметно. И после того, как все обрезали и заправили, то вот этот край срезанный в некоторых местах чуть-чуть серый, ну, на срезе. Поэтому его нужно смазать морилкой, для того, чтобы было незаметно. Ну и теперь загибку, стенки и донышко все изнутри покрываем грунтовкой. Особенно тщательно промазываем в тех местах, где мы заправляли наши хвостики.
Тщательно размазываем грунтовку, чтобы она равномерно высохла и не осталась в плетении. И после того, когда все промажем, дадим грунтовке просохнуть. Я просушила грунтовку в течение суток. И на последнем этапе нужно изделие покрывать лаком. Но у меня шелковисто-матовый лак, и он имеет небольшой легкий оттенок глянца. Поэтому я просто на второй слой покрыла грунтовкой, чуть-чуть добавила туда еще лака, сделала раствор более концентрированный. И такой эффект мне нравится намного больше. И теперь корзинка имеет законченный вид, полностью просохла, и мы можем приступать к ее украшению. Из трубочек будем делать рамочку. Поверх рамочки будем приделывать вот такой бантик, который будем делать из джутовой веревки. И в конце уже будем украшать кедровыми орешками. Берем 5 палочек и будем их сейчас обрезать напополам, отмеряя по 9 сантиметров. Срезаем хвостики. И теперь по нашим разметкам здесь и здесь обрезаем. Места срезов наших трубочек покрываем морилкой такого же оттенка. Это у нас средний оттенок трубочек. Много морилки не наносим. Теперь здесь с краешку все трубочки смотрятся одинаково. И теперь нам нужно трубочки склеить между собой. Но я хочу их склеить не так вот под прямым углом, а чтобы они немножечко были под наклоном. Поэтому мы их будем склеивать, смещая каждую следующую на 3 миллиметра. Ну, примерно вот таким образом. То есть сейчас будем трубочку намазывать полимерным клеем и вторую к ней прикладывать. Наша основа готова. Теперь нам нужно просушить клей в течение часа или 2. И дальше уже мы должны будем ее покрыть лаком. И пока основа подсыхает, я покажу, как сделать вот такой бантик. В общем-то, его делать очень легко. Берем джутовую веревку, примерно 70 сантиметров в длину. Складываем ее напополам и затем еще раз напополам. Находим серединку и завязываем обычный бантик. Серединку сильно не затягиваем, она у нас должна быть свободная. Не нужно делать бантик очень аккуратным, он должен быть достаточно небрежным. В этом вся его прелесть. Бантик можно сюда сделать любой, тут уже на ваше усмотрение, кому что нравится. Но мне показалось, что бантик из джута будет вполне уместен и должен смотреться красиво. Все, вот так вот получается. Спустя 2 часа основа просохла. Сейчас нужно будет покрыть лаком акриловым. Наносим на поверхность и равномерно распределяем. Для того, чтобы основа все же высохла ровненько, ее не повело,
то лучше ее сразу просушить феном, для того, чтобы она зафиксировалась. Вот прям так на пленочке. То есть нужно прямо прижимать во время того, как мы будем сушить, прижимать ее к пленке. И после того, как просушим феном, уже можно оставить, чтобы она полностью просохла. Основа под украшение просохла, и теперь мы сможем ее приклеить к корзинке. Я ее буду приклеивать не вот так ровненько, немножечко под углом. Так, мне кажется, смотрится лучше. Сейчас буду наносить с изнаночной стороны полимерный клей. Клея надо налить достаточно много. Разровнять по всей поверхности. Достаточно плотно прижимаем и какое-то время удерживаем, чтобы основа хорошо скрепилась с поверхностью. Все, теперь будем приклеивать поверх бантик. Серединку вот надо приплюснуть. Наносим на серединку и немножечко захватываем краешки бантика. Также ищем серединочку основы и прикладываем бантик, плотно прижимаем. И на последнем этапе нашу композицию украшаем кедровыми орешками. На каждый орешек наносим также клей. И располагаем орешки в свободных местах в хаотичном порядке. Все. И теперь, когда все наши орешки приклеены, то мы можем считать нашу работу завершенной. Наша корзинка готова. Она получилась очень интересная. Плетение меланж очень ее украшает. Сочетание разных оттенков морилки клен добавляет ей настроение. И осенняя корзинка у нас заиграла яркими красками. Вот так смотрится донышко. Вот так обратная сторона. Очень мне нравится переход от донышка к стенкам. Получился очень плавный. Из-за этого донышко и стенки корзинки смотрятся очень гармонично. Загибка в виде косички украшает верх корзинки. А украшение из жутового бантика и кедровых орешков украшает лицевую часть. Благодаря тому, что мы корзинку покрывали лаком, она получилась очень прочная. В ней можно хранить продукты, фрукты. Ее можно споласкивать, протирать влажной тряпочкой. Друзья, если вы плели вместе со мной, то надеюсь, что ваша корзинка получилась такой же интересной, осенней, красивой. Желаю вам побольше красивых плетеночек и прекрасного осеннего настроения.